Дорогие родители, всем привет! Ну что, как и обещала, начинаем наш первый день занятий. У вас будет 3 коротких видеоурока, в которых вы узнаете много полезной информации. Кратко скажу, кто я и почему я веду этот тренинг. Меня зовут Елена Антонюк, я автор и создатель проекта, который действует в 30 странах мира и называется «Все дети гении». И я действительно верю в то, что каждый ребенок при рождении обладает огромными возможностями. Также я мама 2 замечательных деток, с которыми мы с момента рождения занимаемся по всем этим классным игровым методикам. Я буду вам рассказывать, о чем идет речь и о том, каким образом природа уже продумала ход развития вашего малыша. С нашими детками мы неоднократно также стажировались в Англии по методикам раннего развития. Я прохожу огромное количество тренингов по всему миру, и, конечно же, все это у нас соединено в этом проекте, поэтому усаживайтесь поудобнее и буду давать вам всю эту важнейшую информацию со всего мира. Давайте обозначим, о чем же вообще идет речь. Дело в том, что первые 6 лет жизни ребенка – это бесценное время, которое происходит один раз в жизни, и скорость развития в этот период времени просто невероятно велика. За первые 6 лет жизни у ребенка будет практически полностью сформирован мозг, которым он будет пользоваться всю последующую жизнь. Поэтому, естественно, если мы проведем это время правильно и физически будем правильно развивать ребенка, отрабатывать его рефлексы, развивать тело, мозг, органы чувств и так далее, ребенок сможет в дальнейшем воспринимать всю остальную информацию и все, что происходит с ним в жизни, да, все вызовы, которые ему попадаются в жизни, проходить легко и всю информацию воспринимать намного легче. Первые 6 лет жизни – это основа, фундамент, который мы закладываем ребенку. От этих лет жизни будет зависеть, какой будет личность ребенка, какие у него будут привычки. Фактически будет определено, кем станет ребенок. И от этого времени зависит, каким он будет, добрым или злым, талантливым или посредственным, здоровым или болезненным, сильным или слабым, успешным или неудачником. И многие другие вещи формируются именно в этот период времени. За первые 6 лет мы должны заложить хороший, крепкий фундамент. Если хороший фундамент у ребенка есть в первые 6 лет жизни, он сможет надстраивать огромное количество этажей и своих достижений и каких-то других положительных моментов. Если фундамент плохой, на таком плохом фундаменте невозможно построить небоскреб достижений. Человек будет стараться что-то строить, оно будет разваливаться, это будет большая-большая проблема для ребенка. Важно также, чтобы в этот период ребенок понял себя, начал слышать себя, начал понимать свою внутреннюю интуицию, внутренний голос, понимание своих желаний, талантов, развитие самостоятельности, самостоятельные решения и так далее. Это важно для того, чтобы ребенок в дальнейшем понимал себя, что я люблю, какой я деятельностью я хочу заниматься, от чего я получаю удовольствие. Человек, который занимается любимым делом, он максимально этим делом горит, он действительно будет успешен в этом направлении. И это намного круче, если он заставляет себя делать нелюбимое дело, от которого у него не горят глаза, от которого у него нет никакого вдохновения, и он внутренне совершенно несчастен. Поэтому важно, чтобы наши дети научились слышать себя, свои желания, естественно, занимались тем, что им нравится. В будущем человек такой, он будет действительно успешен. И если мы заложили правильный фундамент, ребенку будет абсолютно легко учиться в дальнейшем. Расскажу вам тоже об этом очень-очень скоро. И вот на этом моменте многие родители скажут: а что делать, если я не хочу ничем этим заниматься, не хочу развивать ребенка? И тут практика показывает, что если первые 6 лет жизни родители не занимаются правильным развитием и воспитанием своего ребенка, то все последующие годы они занимаются решением проблем с ребенком, с поведением, с процессом обучения, который на минуточку в школе только на 12 лет, с процессом трудоустройства и многими-многими другими проблемами. Поэтому лучше потратить немножечко времени сейчас, чем ликвидировать все эти последствия потом. Ничего не происходит просто так, и наши дети раскроют свои способности ровно настолько, насколько мы вложим в них свои усилия. Итак, что же нужно делать? Давайте перейдем к практике. Первое, что вы должны понимать, важно, чтобы у ребенка было правильное физическое развитие, и я буду на второй урок вам очень детально, поэтапно давать упражнения на эту тему. Далее разберемся с сенсорным развитием на 3-м уроке. Я расскажу, что такое органы чувств, как развивать ощущения, как развивать слух, зрение и все остальные органы чувств, благодаря которым у ребенка будут чистые каналы восприятия информации. То есть он будет легко воспринимать всю ту информацию, которая заходит извне, это будет помогать в процессе обучения в школе и так далее. Дозированное интеллектуальное и творческое развитие тоже мы будем внедрять, но оно должно быть связано напрямую с физическим опытом. Это не должны быть сухие буквы, цифры, которые мы толкаем в голову ребенка в первые годы жизни, тратим его время на это и при этом упускаем самое важное – физическая отработка, которая даст возможность развивать мозг ребенка поэтапно, и к моменту школы мозг будет функционально готов. Потому что часто слышу истории, что мы занимались ранним развитием с ребенком, потом он пришел в школу и он ненавидит процесс обучения. Естественно, потому что раннее развитие – это не учить буквы и цифры и вталкивать сухую информацию. Раннее развитие – это отработка физическая определенных действий,
функций, благодаря которым мозг учится управлять телом человека, да, и, соответственно, если этого нету, и этапы развития мозга не были пройдены в первые 6 лет жизни, то ребенок функционально не готов, ему сложно учиться, у него не отработаны многие вещи, и он автоматически не делает те вещи, которые должен был бы делать. То есть родители путают и смещают полностью все приоритеты, и потом за это жестоко расплачиваются тем, что ребенок не хочет учиться, процессы обучения тяжелые, ребенок плачет, когда выполняет домашние задания, ребенок болеет, лишь бы не ходить в школу, и родители должны с ремнем стоять образно, да, и выполнять эти домашние задания. Это проблема для всей семьи, и эмоциональная, потому что вы выкидываете свои силы на то, чтобы договориться с ребенком, и, конечно же, физическая. Далее важно, чтобы у вас была связь эмоциональная с вашим ребенком. Только ребенок, который доверяет вам, у которого есть связь, который понимает, что вы значимый взрослый, такой ребенок сможет идти более уверенно в дальнейшем в процесс развития, да, и он будет чувствовать, что вы его надежный тыл. Ну и, конечно, развитие самостоятельности, которое не просто самостоятельное одевание, еда и так далее, а это повышение самооценки вашего ребенка, это его хорошая самооценка в социуме, это его уверенность и так далее. Это все это очень важно. С чего нужно начинать все развитие? Мы с вами будем много говорить об упражнениях, о разных направлениях, которые являются очень важными в процессе развития ребенка. Все начинается с правильного физического развития. И дети любят движение. Вы посмотрите на любого ребенка, он любит процесс развития через физический опыт. Все малыши ползают, прыгают, бегают. Правильно, просто нужно направить это в правильное русло и отрабатывать через физический опыт определенные упражнения, которые помогают интегрировать в мозг рефлексы. Сейчас тоже буду рассказывать о них. Природа уже заложила ребенку любовь к этому процессу, посодействуйте ребенку, потому что очень многие родители, не зная этого, ограничивают и обрезают возможности ребенка, таким образом блокируя и притормаживая процесс развития. Не ограничивайте, и, конечно же, ребенка нельзя и невозможно заставить на длительной основе делать то, что он не любит. Ребенка можно только заиграть, и с этим мы будем тоже разбираться в ближайшее время. Что важно понимать, что за первые 6 лет жизни большая часть мозга будет сформирована. На этой картиночке вы видите, да, что за первый год жизни огромный объем мозга сформируется от 60 до 80, до 3-летнего возраста уже будет около 90, и до 6-летнему возрасту уже будет 97-98% мозга, которым ваш ребенок будет пользоваться всю последующую жизнь. Поэтому, если вашему ребенку еще нету 6 лет, обязательно включайтесь в процесс, это важно. Развитие мозга идет поэтапно, с самого низкого, вот если на картиночке вы видите оранжевая зона, до самого высокого. Лобная часть мозга, фиолетовая, она будет сформирована последней. И уже тогда ребенок готов к процессу обучения, он уже контролирует свои эмоции, он уже отработал определенные рефлексы, да, и, естественно, ему уже процесс обучения идет максимально легко. Все идет поэтапно, невозможно перескочить из первой стадии на 3-ю стадию развития, а потом на 5-ю. Поэтому, если вы где-то запаздываете, или если у ребенка есть какие-то проблемы с тем, что он не все отрабатывает вовремя, то все равно мы возвращаемся на этап ниже и отрабатываем все эти вещи. Функциональная готовность мозга к процессу обучения играет огромную роль. Это показывает, да, насколько мозг готов к процессу обучения. Может ли ребенок концентрироваться, умеет ли он концентрироваться на выполнении задачи, контролирует его мозг тело, да, и может ли он свободно распоряжаться телом и таким образом концентрироваться на том, что он там что-то пишет, да, фокусирует внимание, фокусирует слух на учителе, а не просто на шуме в классе. Насколько у него устают либо не устают глаза, насколько у него хорошо развиты мануальные навыки, руки, может ли он писать спокойно, или он все силы кидает на это письмо, и в итоге он устает, у него стресс, он болеет, он не ходит в школу и так далее. Ну и насколько автоматически отработано до автоматизма все, что делает ребенок. Если это так, то вашему ребенку будет легко учиться. Если у вашего ребенка есть какие-либо из этих неврологических особенностей, на них нужно обратить внимание, потому что, не обращая на них сейчас, могут быть проблемы потом. Если ребенок неусидчивый, капризный, тревожный, часто плачет, неуклюжий, перебирает еду, остро реагирует на погоду, укачивается в транспорте, раздражают его резкие какие-то звуки, невнимательный, плохо говорит, либо ленивый, это не является просто вот особенностью ребенка, да? Опасность в том, что родители думают, ну это вот какая-то особенность моего малыша, но нет. Это может быть признаками нарушения работы ствола головного мозга и мозжечка, который является диспетчером всего мозга. Сейчас на втором уроке буду рассказывать вам о том, что такое мозжечок, мозжечковая стимуляция, о чем идет речь и каким образом мозжечок контролирует, в принципе, все остальные отделы мозга. Начнем с того, что вот на этой картинке абсолютно просто и схематично, но я думаю, что вам будет так более понятно, нарисовано, как мозг контролирует все тело человека. И вот интеграция рефлексов, по сути, вот эти ниточки, которые
должны протянуться от мозга к каждой части тела. Да? Я говорю это образно, понятное дело, что это не ниточки, но тем не менее вам так будет понятно. Чем больше вот этих соединений между мозгом и разными мышцами тела, тем лучше, тем легче ребенок будет воспринимать все, что происходит вокруг, тем проще ему будет учиться, тем быстрее он будет получать нужную информацию, тем быстрее он опять-таки будет достигать своих целей. Потому что это не только о запоминании, да? Это о том, как ребенок развивает речь, коммуницирует, договаривается, как он себя чувствует, уверенно, неуверенно. И мы понимаем, что не только от сухих знаний зависит успех человека в будущем. На третий день расскажу вам, от чего еще это все зависит. Поэтому от двигательного и сенсорного опыта ребенка в первые 6 лет жизни будет зависеть все в дальнейшем. Да? Наша задача физическими упражнениями отработать все эти вещи для того, чтобы ребенок не понес в взрослую жизнь проблемы. У мозга должны быть соединения с каждой мышцей тела. И если эти соединения отсутствуют, их нет, их мало, то это уже не интегрированные рефлексы, которые влекут за собой проблемы в старшем возрасте. Наша основная задача в первые 6 лет жизни, когда у нас рождается ребенок, он еще не контролирует свое тело. Первые 3 месяца малыш не может сознательно схватить и отпустить. Это все происходит рефлекторно. И потом мозг учится управлять телом. Это как аватары, да, которые появляются в новом теле, не должны привыкнуть, как всем этим управлять. Так вот, наша задача — это правильно помочь ребенку отработать физические этапы, да, которые помогут в дальнейшем. Что будет, если не отработать? Проблемы с вниманием, концентрацией, плохая организация тела, плохая координация тела. Могут быть сложности в школе с чтением, неряшливость, неуклюжесть, медлительность, плохой почерк, и тяжело читать, плохо развитая мелкая моторика. У ребенка не развивается нормальная речь, ребенка вдруг начинают укачивать в транспорте. Проблемы с поведением, ребенок может проявлять агрессивность, может стеснение, может импульсивным быть слишком. Ну, естественно, потом уже кинезиология развития во взрослом возрасте пытается решить эти проблемы. Как? Взрослого человека, у которого проблемы в взрослой жизни, взять и физически отработать то, что мы абсолютно легко можем сделать в детстве. С какими проблемами борется, опять-таки, уже во взрослом возрасте кинезиология развития? Это плохая осанка, сколиоз, качество жизни и легкость жизни не удовлетворительные, да? Человеку сложно выполнять привычные дела. Может быть, у человека мало сил или мало бодрости. Чувство себя как не в своем теле, да? То есть не чувствуешь себя комфортно, не чувствуешь себя легко. У человека может быть гиперактивность, плохой контроль реакций в стрессовых ситуациях, невозможность справляться с какими-то страхами, неумение поддержать других и поддержать себя, вытянуть себя, да, то есть фактически эти люди, они более склонны к депрессии. Ребенок, у которого плохо интегрированы рефлексы, то есть плохо протянуты ниточки от мозга к каждой части тела, в дальнейшем может быть зажатым, даже на уровне тела это видно и можно заметить, закомплексованный, несмелый, неуверенный, не умеет себя презентовать, плохо учится. И это все, естественно, влияет на то, как он движется в дальнейшем в развитии, да, насколько он может коммуницировать свободно, насколько он себя хорошо чувствует, потому что успех человека в будущем не зависит исключительно только от знаний, которые он получил сухих. И мы можем увидеть много подтверждений этому, потому что далеко не всегда отличники являются реализованными в жизни. Иногда троечники реализовываются в жизни лучше. Почему? Потому что много факторов влияет на успех. Троечники, которым приходится где-то там договариваться, как-то пробиваться, да, уметь поддоговориться на какую-то свою задачу. Они учатся коммуницировать, они учатся адаптироваться со сложностями, справляться и так далее. Тут должен быть микс всего этого, грамотный микс, при котором ребенок учится в разных направлениях себя раскрывать. Кратко, как понять, какие преимущества ребенок получает от правильного развития? То есть то, что мы делаем сейчас фактически в первые 6 лет жизни, это мы делаем супербыстрым процесс обработки мозгом информации, которая получается извне человека. Зрение и слух — это основные направления, через которые мы получаем эту информацию. Соответственно, развитие слуха должно быть обязательно у ребенка, развитие зрения, фокусировка ближняя, дальняя, на движущихся предметах. Все это важно, потому что у ваш ребенок будет или таким, знаете, старым компьютером, который еле шевелится, еле действует, а кто-то будет быстрым, который быстро реагирует на вызовы современного мира. Естественно, если сравнивать ребенка одного и ребенка другого, то может быть сложность у такого ребенка, который не успевает за скоростью жизни, да, не успевает за теми требованиями, которые выставляет современный мир. Ему будет намного сложнее, чем тому, кто легко это делает, без каких-либо усилий, в удовольствие и абсолютно быстро. И это, знаете, как вот еще одно сравнение. Есть маленькая дискетка, на которую еле-еле чуть-чуть информации можно втолкнуть. Так вот, это можно сравнить с мозгом ребенка, которым не занимаются, да, у которого, по сути, нет большого объема. А комплексное развитие, при котором вы учитываете и физиологию, и психологию, и определенные
вещи и знания, которые уже были собраны многими учеными, нейрофизиологами, педиатрами по всему миру, это дает возможность иметь такую память серверную, огромную, на тысячи, миллионы мегабайт информации. Естественно, там хранить информацию легко, быстро, ребенок может быстро ее находить и быстро этим всем пользоваться. Что сделать, если развитие мозга, да, оно опять-таки не совсем такое, как хотелось бы, мы толкаем эти знания, заучи буквы, цифры, там сделай что-то, да, мы не туда фокусируем свое внимание, а ребенку оно не идет, да, он упирается, не хочет, не запоминается, не получается, перегрузка в итоге и тело ребенка, и психики ребенка, и мама вся взнервошенная, потому что сын или дочка не хотят учить стих, проблемы со здоровьем у обоих, стрессы и так далее. Все это может вообще довести до травмы, если у родителей нету стопов, и они не понимают, с какой стороны правильно подходить к развитию. Ну, естественно, это все понижает самооценку и делает так, что ребенок реально ненавидит процесс обучения. Вот это как раз об этих родителях, которые такие действия делают. Правильная двигательная активность играет огромную роль. Если у ребенка нет правильной двигательной активности, мозг не получает достаточной информации о том, что происходит с телом в пространстве. Ну и, соответственно, процесс сенсомоторной интеграции уже становится хуже, нарушается. Это влияет на другие, более высокие психические функции у организма человека. Это мышление, внимание, восприятие, память, речь. Поэтому обязательно задайте вопрос, насколько ваш ребенок может концентрироваться, хорошо ли он запоминает, делали вы достаточное количество физической правильной активности. Если нет, завтра я буду детально вам рассказывать, какие упражнения, о чем идет речь и с чего нужно начинать. Это принцип БМП, естественно, он базируется на знаниях многих ученых по всему миру. Это развитие баланса, которое важно для развития мозга, для того, чтобы ребенок развивал органы чувств и так далее. Развитие равновесия, да, которое идет через тот же развитие баланса. Тактильная чувствительность, сенсорные все вот эти вот вещи, которые мы даем ребенку на развитие. Осознание пространства и границ своего тела. Для этого, опять же, мозг должен четко контролировать тело, понимать, где эти границы, да, там все задействовано тоже в общем формате. Развитие билатеральной координации и правильного дыхания. То есть все эти вещи абсолютно важны для ребенка, который должен в 6 лет идти в школу и быть готовым отвечать на все эти вызовы. Чем больше правильной физической подвижности, тем больше развивается интеллект. Потому что многолетними исследованиями было подтверждено, что подвижность и интеллект не связаны самым прямым образом. Чем больше правильной подвижности у ребенка, тем лучше и быстрее развивается интеллект. То есть тем умнее будет ребенок, тем быстрее он переходит с одной стадии развития мозга на другую и таким образом движется вперед. Все это влияет на социальную адаптацию и на коммуникативные навыки ребенка. То есть такому ребенку будет легче адаптироваться в садике, в школе. Да? Он не будет сталкиваться с проблемой буллинга, когда одни дети обижают других. Да? Он будет более стрессоустойчив, более доброжелательным к другим деткам. И это уже подтверждение школ раннего развития, да, у которых эти дети занимаются по всему миру более 30 лет. То есть уже виден результат того, что получается. Физические тренировки правильные, развивают самостоятельность, повышают самооценку. Также ребенок обладает лидерскими качествами, потому что ребенок, который много знает, много умеет, пробует и уверен, и самостоятельный, он проявляет лидерские качества. Давай поиграем в это, давай в это и так далее. И он начинает завлекать других деток. Также развиваются у ребенка такого навыки самообслуживания быстрее, упрощается управление своим телом. Такие дети, они уверенные, они смелые, то есть вы их можете даже на детских площадках заметить таким образом. Развивается координация, вестибулярный аппарат, который влияет в свою очередь на развитие органов чувств. Совершенствуются двигательные навыки, у ребенка укрепляется мышечный корсет, легче развивается речь, потому что речь связана с мануальными навыками, завтра буду рассказывать. Уменьшается капризность, дети такие, они более увлечены, а увлеченные дети, они всегда включаются в процесс какой-то деятельности, да, они меньше капризничают, меньше вредничают и так далее. Улучшается сон, естественно, ребенок с правильной физической нагрузкой, он спит намного лучше, чем ребенок, у которого ее нету. То есть ребенок, по сути, просыпается каждое утро с огромным количеством энергии. Если вы его не направляете правильно эту энергию, то он ее куда-то сам придумает, куда положить. И, соответственно, развивается память, внимание, концентрация. Все это намного лучше. Мы используем знания великих людей мировых школ. Завтра расскажу, о чем идет речь. Все это базируется на научных исследованиях, все это базируется на знаниях педиатров, логопедов, нейрофизиологов, этих психологов и многих-многих других специалистов. Небольшой списочек я вам дала, это мои самые любимые. Завтра тоже буду об этом говорить. И как раз они говорят очень много про развитие баланса, мануальных навыков и подвижности. Это и есть принцип БМП, с которого мы завтра начнем. Чтобы не перегружать ребенка, вы должны делать только самое важное и нужное, а не валить на него полностью все подряд, независимо от того, что у него сейчас развивается максимально быстро и эффективно. И для этого нужно понимать, что у ребенка есть сенситивные периоды, у него есть период развития мозга, и что и когда нужно давать ребенку в
самые важные моменты, да, потому что если давать все подряд, то будет перегрузка и у мамы, и у ребенка, и это не нужно. Поэтому будем развивать правильные навыки в правильное время. Я вам дам первый такой изначальный формат информации, чтобы вы начали уже тренироваться. Ну, естественно, все развитие начинается с физического. Если вы не занимаетесь этим развитием, значит, ребенок не развивается в полной мере. Каждый родитель должен иметь базовые знания физиологии и психологии, это обязательно. И помните, что подвижность – это не то же самое, что правильная подвижность, например, когда развивается еще и умение концентрироваться. Потому что некоторые родители говорят, он и так много бегает, да, он гиперактивный. Это не то же самое, потому что ребенок наряду с тем, что он, да, гиперактивный, активный, много движется, он должен уметь концентрироваться в какие-то моменты времени, сесть и долго играть в лего, или долго делать какую-то деятельность, например, да, там что-то собирать, что-то делать, а не переключаться каждую секунду. Ну, понятное дело, что маленькие дети, они быстрее переключаются, у них меньше держится концентрация внимания, чем старше становится ребенок, тем важнее этот момент. Вот тут уже нужно понимать, как развивается мозг, и тут уже задействовано правильное развитие мозга, а не просто бегаю и прыгаю. И в первую очередь задавайте себе вопрос, может ли мой ребенок концентрироваться на определенном спокойном занятии. Кроме того, поведение напрямую связано также с интеграцией рефлексов, с отработкой всех этих физических моментов, потому что очень часто плохое поведение ребенка, истерики, капризы, они связаны с тем, что родители не умеют направить эту энергию в правильное русло и пытаются ее задавить, а ее задавить невозможно. Давя эту энергию, вы, скорее всего, сломаете личность ребенка. Проблема в том, что ребенок может закатывать истерики, если родители не понимают, да, как развить эмоциональный интеллект ребенка, что ему нужно в этот момент, когда он плачет, да, и стараются тоже задавить ребенка в этом моменте. Не интегрируются рефлексы, это тоже влияет на поведение ребенка. И, конечно же, если у ребенка плохо развита речь, да, она тоже связана с физическим развитием, то ребенок не может донести, чего он хочет, да, ему сложнее, он начинает чаще плакать. Знаете ли вы, что если вы все правильно делаете вовремя, то вы исключаете огромное количество физических проблем, проблемы со здоровьем, развитие речи, интеллекта, поведения, истерики. Ребенок становится более уверенным, самостоятельным, нет проблем с социальной адаптацией, легкая успеваемость и легкое обучение. И те родители, которые не знают этого и не делают, то, естественно, это потом приводит к проблемам. Ну, мой принцип лично, да, по поводу детей, это зачем ждать проблем, если можно все сделать легко и просто в начале, и тогда проблем не будет. Естественно, наша задача, чтобы дети получали удовольствие от познания мира, чтобы они слышали внутренний голос, развивался у них хорошо слух, это значит, что им будет легко изучать иностранные языки, любые, в любом количестве. Чтобы развит был хорошо мозг, тогда ребенок будет быстро и легко учиться, и опять-таки не будет постоянных перегрузок, из-за которых он начинает заболевать и не идти в школу, лишь бы только не было нагрузки. А ребенок, конечно, развивается спортивный, скоординированный, сильный, выносливый и психологически более сильный и стрессоустойчивый, потому что он умеет уже преодолевать определенные сложности. Такие дети более целеустремленные, самостоятельные и сотрудничающие. Это не просто ребенок послушный, которого мы запугали, а это ребенок, с которым можно договариваться, да. И наша задача, чтобы ребенок рос именно таким. И лично я за легкое материнство, за то, чтобы получать удовольствие в родительстве. И мы с мужем с момента рождения наших деток, естественно, включаемся максимально активно в этот процесс. Важно, чтобы вы получали удовольствие как родители, а не мучились от того, что у ребенка плохо развивается речь, отставание в развитии. И вы время должны тратить на то, чтобы его возить по всяким центрам, по всяким педиатрам, нейрофизиологам и разбираться, что пошло не так. Чтобы у ребенка не было плохого поведения, от которого вы мучаетесь и очень сильно выматываетесь, потому что истерики и капризы ребенка, они всегда будут выбивать любого человека, даже самого такого стрессоустойчивого, из нормального состояния. Неумение увлечь ребенка ничем, кроме мультиков, это тоже проблема современных родителей, потому что если ваш ребенок смотрит мультики больше 10 минут в день, то у вашего ребенка мультика и гаджета зависимость, к сожалению, и увы. Ребенок не должен смотреть это каждый день. Если вы хотите, раз в неделю, раз в 2 недели вы можете показать ребенку короткий мультик. Но если ваш ребенок ничем не может себя занять, кроме мультиков, пассивного воздействия, при котором выключается мозг ребенка, и вы позволяете ему выключать свой мозг более чем на 10 минут в день, ну тогда что-то идет уже не так. И, соответственно, это все аукнется в более старшем возрасте. И это только начало сложностей, которые мы начинаем видеть. После 6-летнего возраста их будет намного больше, если этого не учитывать в развитии ребенка. Поэтому делайте все вовремя.
это намного проще и быстрее. Завтра мы с вами проходим программу по принципу БМП. Это легко, это не проблема совершенно. В игровом формате за определенный период времени вы приучаете своих деток к этому вопросу, да, и они с удовольствием начинают за вами повторять и делать с вами определенные упражнения. Следите за сообщениями в своем мессенджере. Завтра к вам придет еще одно сообщение с ссылочкой на видео. Также напомню, что если вы хотите поучаствовать в розыгрыше сертификата на участие в практическом курсе, вы должны выполнить 3 домашних задания, которые у вас будут после сегодняшнего урока, завтрашнего и послезавтрашнего. Поэтому переходите по ссылочке, которую вы получите в сообщении, выполняйте домашнее задание и давайте двигаться вперед. Это очень круто, весело и увлекательно. И поверьте, ваш ребенок гениален и талантлив. И у него огромное количество возможностей, которые уже заложила природа. Давайте их раскрывать. До завтра!